And the fame and the cash on. Whatever I'm with, my bitch with it too. Balenciaga and them sticks included. Crash out, crash out, crash, crash out, crash out. Всем привет, друзья! С вами компания Савин Импортавто. Сегодня к нам пришел вот такой автомобиль. Это Kia Seltos 2025 года, без пробега, абсолютно новая машина. Сегодня мы с вами рассмотрим ее полностью, расскажу, что к чему, поговорим о ценах, как всегда, о достоинствах, о недостатках каких-то. В общем, сделаем полноценный обзор, посмотрим с вами эту машинку. Автомобиль неплохой, он среднесегментный такой. Эта машина приехала за 2 миллиона 250 тысяч. Ценники стартуют на новые от 2 миллионов 100. Ну, в зависимости, конечно, от комплектации и всего такого. Машина довольно-таки большая, весомая. У нее хороший клиренс. Она оснащена мотором 1,5 литра, атмосферным, я замечу, и коробкой вариатор. То есть те, кто боится турбомоторов, вот это та самая машина. Простая, надежная, самый простой двигатель, 115 лошадиных сил. Да, возможно, где-то ему не хватает, но машина, опять же, городская. Если рассматривать его подкапотное пространство, здесь все очень обширно, очень просто. Нету никаких пластиковых защит, ничего, что помешает вам осмотреть его внешнее состояние или еще что-то. Как я еще раз повторюсь, машина очень простая. Двигатель у нас без каких-либо систем GDI или еще что-то. Самый простой двигатель, 1,5-литровый. Абсолютно все на виду. Все узлы, все его агрегаты. Все очень просто, доступно. И очень ремонтопригодна. По обслуживанию машина недорогая. Опять же, Kia уже не первый год на российском рынке. Абсолютно все запчасти у нас имеются в наличии. Все это легко меняется. Абсолютно во всех сервисах нет никаких заморочек с его ремонтом. Так что машина получается очень простой в обслуживании. Несмотря на свою дешевизну, у нас есть камера 360, если мы обратим внимание. Динамическая подсветка в зеркалах поворотов. Очень классная, агрессивная у нас внешность. Не выглядит он, конечно, на свои 1,5 литра. Очень классная оптика, я хочу заметить. И очень классно Kia сделали рестайлинг у Seltos. Смотрится он в разы интересней, нежели чем раньше. У нас стоят штатные 17-е диски на довольно высоком профиле, что обеспечивает дополнительную мягкость. Если еще про внешний вид говорить, внешний вид очень классно реализован. У нас есть рейлинги, остается докупить только поперечины, и можно перевозить что-нибудь на крыше данного автомобиля. Автомобиль получил просто огромный багажник. Он у нас на 473 литра. Есть всякие дополнительные ниши. Полноразмерная запаска. Домкраты. Это все заводское, все у вас будет. Жилетки, знак аварийной остановки. Автомобиль полностью в пленочках, он новый. Ну и также, как в нашем недавнем обзоре на Kia Morning, это все легко, удобно складывается. В одно движение автомобиль становится еще больше по багажному отделению. И также все легко приводится в свое изначальное положение. Ну и что, друзья, если рассматривать салон, начнем мы с заднего ряда. Машина довольно-таки вместительная. Но опять же, у меня небольшой рост. Я это еще раз повторю. К сожалению, нету подлокотника. Но вот слева подлокотник есть. Будете сидеть справа, подлокотник будет справа. В принципе, все очень удобно. Есть минимальный какой-то комфорт, зарядка. Вы можете порегулировать, куда вам будет дуть. Но, к сожалению, климат у нас не раздельный. Климат однозонный на всю машину. Но, опять же, за ее бюджет очень классно. У нас есть панорама. Кстати, очень хорошее качество отделки. Хватит его, мне кажется, на долгий срок. Это не прям какая-то голимая эко-кожа, кто как называет. Есть у нас перфорация, красная строчка, такой у нас какой-то спортивный дизайн у машины. Классно реализовано. Все уже спереди автомобиля. У нас есть бесключевой запуск. Ключи наши удобно расположились в этих подстаканниках. Все это удобно закрывается. Дизайн спереди тоже довольно-таки интересный. Есть у нас подлокотник, где есть зарядка. Также она дублируется спереди. У нас есть розетка на 12 вольт и полноценный USB разъем. Все это аккуратно прячется за накладкой. К сожалению, машина в пленочках, распаковывать мы ее не будем, потому что это машина для клиента. Климат-контроль у нас максимально простой, подойдет для
людей постарше, чтобы им было не так сложно разбираться. В общем, очень такая простая, надежная машина у нас получается. Но при этом у нас есть полная мультимедиа с картами, с навигацией. Все это русифицируется. У нас есть Bluetooth, CarPlay, абсолютно все. Вот они, те самые камеры. 360, камера сзади. Камера, кстати, снимает довольно-таки в хорошем качестве, классно реализована. За эти деньги это довольно-таки неплохо. Здесь у нас шайба управления режимами езды. Вот они у нас меняются на нашем жидкокристаллическом дисплее. Стоит на это тоже обратить внимание. Давайте прокатимся, рассмотрим ощущения за рулем данного автомобиля. Обязательно стоит пристегнуться. Давайте откроем нашу панораму. Панорама у нас вовсю в крышу. С люком. Довольно-таки классно. За свой бюджет в машине есть все. Удержание полосы, адаптивный круиз-контроль. Мы уже прокатились, посмотрели, работает очень классно, реализовано лучше, чем в тех же самых Тойотах. Работает все максимально корректно. Вот. Собственно, мы включили удержание полосы, это все работает, я еще раз повторюсь, максимально корректно. Можно включить круиз-контроль, и он будет сам следовать за машинами. То есть я абсолютно не трогаю ни одну из педалей. Сейчас, прижавшись к ней, он начнет тормозить. Вот, то есть я ничего не трогаю, машина влезла вообще в ряд. Он абсолютно спокойно тормозит, рулит. То есть все максимально классно реализовано, как по моему мнению. Руль, кстати, в очень приятной оплетке, его приятно трогать, это не какой-то дешевый пластик. Это также та самая, как кожа, но она очень приятная на ощупь. То есть машина не выглядит какой-то дешевой. В ней нет каких-то неприятных вещей, именно тактильно. Все очень классно, пластик у нас также мягкий. Ну, реализовано классно за свой бюджет. Все это очень интересно обыгрывается. Мы подключили наш телефон. Можно проверить качество звучания на данном автомобиле. Но не самая плохая музыка, да даже неплохая, довольно-таки хорошего качества. У нас присутствуют как и низкие частоты, так и какие-то верха. В принципе, как для штатной музыки, очень отлично. Как по мне, у вас есть управление как на руле, так можно поуправлять и здесь полностью магнитолой. Слева у нас находится регулировка фар, включение-выключение старт-стопа, фиксация датчиков давления в колесах, выключение стабилизации и парктроники. Также у нас на борту присутствует автохолд, ну и, как я уже сказал, система старт-стоп. То есть при полной остановке машины, чтобы вы не тратили свой бензин, не выпускали вредные пары. Так сказать, Kia у нас, видимо, за природу. Машина встанет, не нужно будет держать ни тормоз, ни что, если кто не знает, что такое у нас система автохолд. И при нажатии педали газа, когда вам нужно поехать, машина запускается и продолжает свое движение. Вот, то есть мы встали, у нас загорелся автохолд, машина заглохла, я также ничего не трогаю. Она показывает, что спереди у нас наши товарищи по дороге уже тронулись, и надо бы продолжить движение. Машина довольно-таки умная, вот все эти системы помощи при движении. Даже если вы где-то засмотритесь куда-то в телефон или еще что-то, машина вам напомнит, что движение нужно продолжать. У нее не самая плохая динамика, то есть она может двигаться быстрее потока. Какой-нибудь гранти из такси вы точно надерете нос. Ну, у коробки, так как она вариатор, соответственно, нет ни спорт-режимов, нет ни лепестков, ничего такого. Но, опять же, есть много вариаций данного автомобиля. Их очень немало. Неровности она вообще пережевывает очень спокойно. У нее довольно-таки хорошая подвеска, высокие ходы подвески. При этом машина классно откликается на руль, несмотря на свою
высоту клиренса. Ну и с вариатором у вас нет никаких пинков, живков, переключений. Вы едете максимально комфортно, максимально тихо. Сейчас чуть шумновато, но у нас открыт люк. Если мы его прикроем, но в машине тихо. Более чем. Вот так классно у нас выполнена реализация поворотников. То есть он выводит видео с камеры, находящейся в зеркалах, на обе стороны, чтобы вы как-то дополнительно чувствовали себя более уверенно. Если вы где-то что-то не видите в зеркало, то есть она показывает довольно-таки ниже, чем зеркало, и можно осмотреть, куда вы поворачиваете. Я говорю, то есть в машине очень-очень много функций помощи для водителя, поэтому, мне кажется, в ней довольно-таки сложно попасть в неприятные ситуации. Сейчас такие функции стали уже повсеместными во всех автомобилях, абсолютно любого класса, начиная от эконома, то есть это стоит абсолютно везде. Это очень классные функции, и очень классно то, что сейчас доступно во всех ценовых сегментах, доступно всем людям. Вот, кстати, засними. Также машина считывает все знаки абсолютно, то есть он увидел знак 40 и также вас предупреждает о ограничении скоростного режима на данном участке дороги. В принципе, проморгать какой-то знак стало тяжелее, нарушить стало тяжелее, соответственно, вы не получаете штрафы, что экономит ваш бюджет. Друзья, если подводить итоги, за 2 миллиона 250 тысяч рублей вы получаете большой городской кроссовер с очень классным внешним видом, очень агрессивным, очень молодежным. Но эта машина, мне кажется, подходит абсолютно всем, как каким-то пенсионерам, так и молодому парню. Исключительно за счет своей внешности, за счет вариаций моторов и коробок. Каждый в этом кузове может закрыть свои потребности по скорости, может кому-то нужно побыстрее, кому-то нужен поменьше расход. Много вариаций моторов и коробок, еще раз повторюсь. У нас простенький вариант. Мне кажется, он подходит больше для семей. Когда вам уже не нужно гнать, вы уже везде успели. Можно спокойно взять этот самый простой, надежный вариант. В общем, машину я однозначно рекомендую к покупке. Еще раз напомню, что машина новая, она без пробега. И за 2 миллиона, что можно сейчас еще взять в его конкурентности, я даже не знаю, честно. Итак, друзья, вы были на канале Савин Импорт Авто. Я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Задавайте ваши вопросы. Вы можете абсолютно везде его написать. Мы вам в скорейшем времени ответим. Консультация у нас абсолютно бесплатная. Мы поможем вам подобрать именно тот автомобиль, который вы хотите, даже если вы еще не определились с выбором. Я со всеми прощаюсь и обязательно жду ваших сообщений. Crash out, crash. Some niggas straight out of God. Hold it 2 hands to carver. Either you trapping or robbing. Why waste the time if you flaws? Stacking it, wrecking it. Always up the Jupiter. Flip it, flip it, flip it. Cool, serving, junket. I was still in school.